Прежде чем сказать, что это просто совпадение. Прежде чем назвать это игрой или просто фан-сервисом. Остановитесь на мгновение и внимательно прислушайтесь. Потому что есть моменты, которые нельзя спланировать. Нельзя заставить. И нельзя подделать. Это прямая трансляция не о том, кто больше говорит. Она не о шутках или концепции шоу. Она о двух людях, которые забыли, что камера включена. И позволили своим чувствам проявиться непреднамеренно. И когда это происходит, правда всегда всплывает наружу. Эта прямая трансляция с участием Чингука, Тэхёна и Джина продолжает оставаться горячей темой. Потому что то, что было запечатлено на камеру, было слишком очевидно, чтобы отрицать. И слишком реально, чтобы игнорировать. В воздухе витало что-то другое. Пространство, которое они разделяли, казалось, не принадлежит никому другому. А скорее маленькому миру, понятному только Чингуку и Тэхёну. То, как они стояли рядом, их тела были наклонены к одной точке, их взгляды встречались слишком долго и слишком глубоко, создавая едва уловимое напряжение, похожее на паузу перед поцелуем. Их губы двигались, словно создавая тайный язык, безмолвный разговор, который могли понять только они двое. Если бы Джина там не было, трудно отрицать, что мы могли бы стать свидетелями гораздо более очевидного и прямого подтверждения. Ведь всем известно, что когда Чингук и Тэхён остаются одни в прямом эфире, они меняются. Маска осторожности медленно спадает, их страх исчезает, и их чувства выплескиваются без фильтра. Не секрет, что когда они вдвоем перед камерой, они часто забывают, что за ними наблюдают тысячи глаз. И на этот раз, даже несмотря на то, что Джин сидел рядом с ними, их внимание оставалось приковано друг к другу. Они общались так естественно, так погруженные в свой собственный мир, что окружающие их вещи казались неважными. Камера была словно неодушевленным предметом, а не свидетелем. Это не было притворством. Это было утешением. Это была связь, которую не нужно было доказывать, потому что она казалась такой настоящей. Возникает вопрос, почему сотрудники выбрали именно этот момент, чтобы обеспечить присутствие Джина. Те, кто наиболее тесно работает с Тэкуком, прекрасно понимают одну вещь: когда Чингук и Тэхён остаются наедине, их романтические чувства проявляются беспрепятственно. Не как игра, не как угождение фанатам, а как естественное отражение их чувств. Вот почему присутствие Джина ощущалось как баланс, невидимая граница, не позволяющая ситуации выйти за рамки того, что хотела увидеть публика. Но даже с этой границей химия между ними все еще просачивалась. Она оставалась интенсивной. Она оставалась ощутимой. Джин пытался быть рядом, но его присутствие не могло ослабить энергию, текущую между Чингуком и Тэхёном. Этот момент продолжал бить в том же мощном ритме. Если мы посмотрим на другие трансляции или их выступления на сцене, то всегда будет прослеживаться одна и та же закономерность. Тэхён часто проявляет легкую застенчивость, когда находится рядом с Чингуком. Они подшучивают друг над другом, шутят, толкают друг друга. Но почему-то они всегда оказываются слишком близко. Взгляды встречаются. Расстояние исчезает. И мир кажется меньше. Эта прямая трансляция не стала исключением. Казалось, что ничто другое не имело значения, кроме их единения в этот момент. Они были полностью сосредоточены друг на друге, демонстрируя нежную и сладкую любовь, независимо от того, кто сидел рядом с ними. Их действия говорили громче, чем 1000 объяснений. Зрительный контакт и легкие прикосновения подтвердили подозрения, которые циркулировали так долго. Такие моменты доказывали, что их отношения пережили слухи, споры и опровержения в фандоме. Некоторые говорили, что все это фальшивка. Просто шоу. Постановочный сценарий. Но такая очевидная прямая трансляция превратила опровержение в шутку.
Трудно назвать это игрой. Когда щеки краснеют, появляются нервные взгляды, и общение происходит с такой непринужденной легкостью. Эта связь не нуждается в объявлении. Она видна. Она ощущается. И она присутствует в каждом моменте, когда они находятся в одном пространстве. Их прямая трансляция с Намджуном в Соединенных Штатах является одним из самых ярких доказательств. Там они кажутся гораздо более расслабленными, счастливыми и свободными. Тэхён даже выразил, как они счастливы быть в стране. И это заявление полностью совпадает с тем, что показано на экране. Это была не рабочая атмосфера. Это было безопасное пространство. Физический контакт между ними никогда не прерывался. Тэхён постоянно искал Чингука, обнимая его, прикасаясь к нему или просто наклоняясь ближе. Это не было обычной привычкой между участниками группы. Это была потребность в близости. И Чингук принял это. Без колебаний. Не отступая. Без дискомфорта. Он оставался там. Принимая это. Наслаждаясь. Потому что человек не позволяет так сильно нарушать свое личное пространство, если не чувствует себя в безопасности и не доверяет всем. Бывают моменты, когда кажется, что мы подглядываем за их личными переживаниями. Они настолько поглощены собой, что забывают о камере. Именно это делает все происходящее реальным. Это не реакция на зрителя, а искренний отклик на их чувства. Поведение Чингука решительно. Его попытки избежать прямого взгляда – это, пожалуй, самые честные подсказки. Ведь всем известно, что зрительный контакт – это первое предательство, когда чувства сильны. Он пытается сдержаться. Возможно, он думает о персонале. Он думает о правилах. Но его взгляд всегда теряется. И именно здесь проявляется правда. Предположения о том, что произошло после того, как камеры выключились, почти неизбежны. Напряжение просто так не может исчезнуть. Энергия между ними слишком сильна, чтобы остановиться на этом. Это видео любимо, потому что не требует воображения. Все есть. Чингук – человек, которому не нужно много слов. Его молчание – это язык. Его жесты – это заявление. И для тех, кто внимателен, этого более чем достаточно. Его взгляд всегда возвращается к Тэхёну. Среди толпы, среди хаоса. Тэхён – центр тяжести. Убежище. Якорь. И дом. И каждый раз, когда они вместе. Этот язык тела говорит сам за себя. Раскрывая правду. Без необходимости в каком-либо словесном признании. В конце концов, не все истины нужно провозглашать словами. Некоторые предпочитают жить среди мимолетных взглядов, легких прикосновений и осмысленного молчания. Чингук и Тэхён никогда не заставляют мир верить. Они просто остаются самими собой. И именно в этом все и проявляется. В каждой трансляции, в каждом моменте, который кажется слишком реальным, мы видим нечто неизменное. Комфорт, близость и связь, которая не ослабела со временем или под пристальным вниманием публики. Возможно, именно поэтому их история продолжается. Не из-за слухов, не из-за теорий, а потому что чувства всегда находят свой путь, чтобы их увидели. И когда камеры наконец выключаются, остается одно. Искреннее никогда не исчезает. Если вы видите то, что видим мы, если вы чувствуете то, что они не могут сказать, то вы не одиноки.
Поделитесь с нами в комментариях, что вам запомнилось из этого момента. И какая часть вас больше всего поразила. Не забудьте поставить лайк, если вы считаете, что язык тела говорит правдивее слов. И подпишитесь на этот канал, если хотите быть в курсе каждого момента, который мы часто принимаем как должное, но который хранит в себе глубокие истины.